Ну, это, я считаю, это шедевр из капусты молодой. Все, каждый свою тарелку. Сын, а здесь тоже мясо, смотри, вот такое, курица. Давай сюда его. А, сейчас! Нет! Забирай свою тарелку. Забирай свою тарелку, каждый свою. Сереж, Всё, возьми вот благодарю это. тебя, солнышко, за то, что ты со мной живешь. Да, за пожалуйста. нашу семью благодарю, за наш дом и очаг. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Как же мы за вами скучали. И у нас сегодня вкусный суп. Опа! Так это же на борщ похоже. Нет, Сережка, это капустный легкий суп. О, сразу ставьте лайки, потому что уверена, вам всем понравится. Просто, быстро и вкусно. Нужно приготовить бульон. У меня сегодня будет вот такая вот куриная ножка и кусочек телятины. Перекладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой. Литра 2, наверное. Зажигаю огонь и жду, пока закипит. Ух, чуть мы, Сережка, с тобой не упустили этот момент. Когда закипело, собираю пенку. Ситечком удобнее всего одно движение руки и бульончик чистый. Сейчас в него бросаю одну луковицу, я ее не совсем очищала, и половинку небольшой моркови сюда, 3-4 горошины душистого перца и сюда же небольшой кусочек лаврового листа. Все. Прикрываю крышкой, делаю самый минимальный нагрев, который только могу на своей газовой плите. И все, пусть часик побулькает. А пока бульон готовится, сковородку на огонь, опа, ложечку смальца или растительного масла, что любите. Одну среднюю луковицу нарежу на кубик. Ничего не жду, сразу выкладываю в сковородку. Перемешиваю и обжариваю до мягкости и легкой румяности. А пока займусь помидорами. Этот суп хорош именно со свежими помидорками. Благо сезон уже, друзья. Помидор разрезаю пополам. Миска, терка крупная и натираю. Кожица в руках, а мякоть в мисочке. Так, проделываю со всеми помидорами. Понадобится 3-4-5 штук. А можно просто снять кожицу и нарезать на мелкий кубик. Тогда в супе будут попадаться такие фрагменты и глазик будет радовать. Прекрасно. Следим за луком. Ой, хорошо и здесь у нас все. Лук стал прозрачным, даже немножко подрумянивается. На этом этапе добавляю помидоры. Все помидоры. Да, и эти сюда. К помидорам чайную ложечку сахара и немного соли. Перемешиваю и выпариваю жидкость, чтобы помидоры поджарились. Это придаст вкусный вкус нашему супу. А пока смотрим, Сережка, что у нас здесь с тобой. Опа! О! У нас с тобой здесь все прекрасно. Вынимаю мясо на тарелку. Сюда же луковицу и морковь. Она свои дела сделала, и больше нам не понадобится. Хотя морковку можно бросить в этот суп. Будет ярче и красивее. Это пусть остывает. А я пока быстренько нарезаю картофель. На лепесточки быстро, хаотично. В темпе вальса. Конечно же, друзья, в этот суп можно добавить и молодой картофель. Но он еще слишком молодой. Водянистый. Картофель нарезан, сразу же выкладываю в кастрюлю. Пусть варится. Ой, шикарно. Бульон так вкусно пахнет. Слежу за своей зажаркой. Здесь у меня тоже все, друзья, вкусно пахнет. Сковородка хочет убежать. Беру молодую капусту. Такой, плотный качанчик. Хорошая. Можно, конечно же, нашинковать на шинковке. И все же, друзья, рекомендую именно молодую капусту нашинковать вручную. Она тогда не так раскиснет в супе и будет немножко хрустеть. Быстро, просто, хаотично. Я думаю, полголовки будет в самый раз на мою кастрюлю 3-литровую. Также в свой суп добавлю красный сладкий перец. И рядышком нарежу зеленого лука. Именно зеленую часть. У меня такой уже, грубый. В суп пойдет. И, друзья, добавлю цвета. Морковь, которая варилась в бульоне. Мясо. Этот кусочек я разрежу на несколько частей. Телятинка. Пусть будет, друзья, вот так. А курочку я сниму кожицу
И вот так вот. Оставлю одно мясо. Кто со мной давно знает, я в суп-борщ, я люблю чистое мясо, без всяких косточек, хрящиков и всего прочего. Ну, такая, не знаю, привычка с детства у меня это, друзья. Ой, мама, помню, что ты там выбираешь, перебираешь? Ну вот, мясо выбираю, перебираю. Сережечка, показывай, что наша зажарка здесь. Посмотрите, жидкость выпарилась, она начала поджариваться, аромат стоит просто потрясающий. Все, можно выключать. Ставьте лайки, друзья, за такую простую и вкусную идею. Смотрим на наш картофель. Сварился ли? Ой, шикарно, друзья. Можно собирать суп. С чего начнем? Мясо сюда. Поджарочку ароматную. Опа. Это еще не все. Сковородочку помыть. Обязательно. Упрощаем жизнь нашим мужчинам. Ну, чтобы, Сережка, тебе легче было мыть. Мыть посуду? Да, тебя там уже я насобирала ему. Благодарю. Пожалуйста, ты знаешь, я женщина щедрая. Опа. И сюда. Закидываем нашу красоту цветную. Перец, лук, морковь, все сюда. А капусту? Подожди немножко. Дам овощам хотя бы закипеть, а потом добавлю капусту и зелень. Вот так. Здесь у меня сладкий перец, он будет вариться немножко дольше, чем капуста. Поэтому дам этому всему хорошо закипеть. Прикрою, чтобы было быстрее. А я пока укропа нарежу. У меня он немножко тут уже подгулял. Суп пойдет. Меленько. Нас целую неделю не было на нашей кухне. Мы ничего не снимали. Мы были в отъезде по семейным обстоятельствам. Немножко грустные. И все же, Сережка, ты знаешь, какое-то понимание того, что семья это важно. Да, Уважайте, семья это берегите важно. друг друга, как бы там ни было. Все мы разные, все мы думаем по-разному. И все же, ну, мое мнение, в любой ситуации нужно оставаться человеком. Так что берегите себя и свою семью. Я излучаю и притягиваю в свою жизнь гармонию, радость и любовь. Я люблю и любима. Да будет так. Да, Друзья, будет так. да. Смотрим суп. Ух ты, какой красивый, а. А какой ароматный. Когда суп закипел, можно добавлять капусту, укроп, соль по вкусу. Все хорошо перемешиваю и даю закипеть. Похоже на борщ. Но это не борщ, Сережка. Это легкий весенний суп. Когда хорошо закипело, прямо хорошо-хорошо, набираемся терпения, а вот так вот. Опа. Снова накрываю крышкой, выключаю нагрев и даю настояться хотя бы 10-15 минут. А мы пока на стол накроем. Конечно же, хлеб. Куда без хлеба? У нас гречаный сегодня. И лучок. И обязательно сметанка к такому вкусному супу. По-любому. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, друзья. Прошло какие-то 5-10 минут. Нам уже так пахнет и так хочется это съесть, что больше ждать не будем. Перемешиваю. Оп. И наливаю. Все, давай вот так вот. Я же хочу показать, как это вкусно. Обязательный ингредиент для меня. Сметана. Сын выбрал эту тарелку, потому что увидел здесь мясо. Сына, все лучшее, как ты думаешь, кому? Маме. Конечно, маме, потому что мама делится с вами всеми энергией, Это заботится. невкусная тарелка. Мам, возьми вот это. Все, сына. Мама просто проверяет, чтобы ты жив остался. Это очень вкусно. Это лучший суп, который вы можете есть, потому что в нем смешаны все, то есть овощи прямо с грядочки. Да. Отлично. В него можно смешать как и мясо, так и бобы. Ну, Все, короче. короче, Все, всем приятного аппетита. Друзья, мирного ставьте неба. лайки, готовьте этот супчик капустный. Он очень легкий, вкусный, готовится быстро. Ну, это, я считаю, это шедевр из капусты молодой. Все, каждый свою тарелку. и Сына, пошли здесь кушать. тоже мясо, смотри, вот такое, курица. давай сюда его. А, сейчас! Нет, Ох, и хитрый. забирай Что свою ты, тарелку. Забирай свою тарелку, каждый свою. Сереж, Всё, возьми вот благодарю это. тебя, солнышко, за то, что ты со мной живешь. Да, За пожалуйста. нашу семью благодарю, за наш дом и отца.
Пожалуйста, Сережка, ты же знаешь, я люблю тебе угодить. Все, давайте обедать, у нас еще много дел сегодня. А всем мирного неба и вкусной И еды. приятного просмотра. И послушных детей. А что, непослушный? Ой, да нормально. Все, давай, пошлите кушать. Опа. Так, кто где чья тарелка, Сереж? На тебе тут больше мяса. Я во главе Мне буду. достаточно, да, давай.